Сегодня я позволила себе немного порассуждать о творчестве Бориса Михайловича Кустодиева, гуляя по его выставке в Третьяковской галерее. Ученик Репина, Кустодиев был мастером портрета. Его портреты живые и настоящие. Кажется, что в них даже больше жизни, чем в сегодняшних отредактированных фотографиях в соцсетях. Но больше портретов художник любил бытовой жанр и был в нем, возможно, даже лучшим в свое время. Картины повседневной жизни самые узнаваемые в творчестве Кустодиева. На традициях русского реализма художник создал сказку о русской жизни. Картины Кустодиева хоть и выглядят фольклорно и сказочно, но они при этом удивительно правдивы, им веришь. От них исходит искренняя радость, а в радость верится легко. Лично мне хочется верить, что именно так весело и колоритно проходило празднование русской Масленицы. А вот так величаво гулял по Москве Шаляпин. Так задорно катались детки на санях. А так усердный дворник подметал дорогу. И в воздухе летали не только красивые воздушные шары, но и звонкий смех счастливых людей. В картинах Кустодиева хочется гулять, а возможно даже остаться жить. Искусствоведы называют Бориса Михайловича художником света и ликования, художником счастья. Александр Бенуа вот так отозвался о Борисе Михайловиче. Настоящий Кустодиев – это русская ярмарка, пестрядина, глазастые ситцы, варварская драка красок, русский посад и русское село с их гармониками, пряниками, расфуфыренными девками и лихими парнями. Я утверждаю, что это его настоящая сфера, его настоящая радость. Однако факты из жизни художника показывают нам, что его настоящая радость – это всего лишь выбор сильного человека. Когда Кустодиеву исполнился 31 год, у него проявились признаки болезни позвоночника. Кустодиев перенес несколько сложнейших операций. Он оказался прикованным к инвалидному креслу до конца своих дней. Страдая от физической боли отказывающих конечностей, художник не только не перестал рисовать, он при этом рисовал картины, от которых веяло радостью. И это был его осознанный выбор. Сегодня можно увидеть очень много депрессивного и безжизненного искусства, созданного молодыми и здоровыми художниками. Я иногда спрашиваю начинающих художников, почему они рисуют такие мортальные сюжеты. И слышу вот такой ответ. Время сейчас сложное, в мире войны, эпидемии, несправедливость. Я рисую то, что чувствую. Но на самом деле это всего лишь их выбор. В 1917 году февральской и октябрьской революций, году, когда общество было разобщено, а будущее пугающим, Кустодиев рисовал русские праздники. И это был его осознанный выбор – не рисовать ту боль, которую он физически чувствовал, и тот хаос, который видел вокруг. Думаю, что именно в этом проявилось глубокое понимание Кустодиевым сути самого творческого процесса. Творчество – это то, чем ты делишься, что привносишь в этот мир, то, что наверняка переживет тебя и твое время. Творчество – это то, чем ты запомнишься. Борис Михайлович захотел войти в историю художником счастья, и у него это получилось, вопреки всем недугам и трудностям времени. Главное сознание, с которым я ушла с выставки – счастье – это не условие, счастье – это выбор.